Что же на самом деле скрывалось за сияющими улыбками, безупречными выступлениями и пленительным обаянием, которые фанаты увидели на экране во время съемок Coca-Cola Zero с Тэхионом из BTS? Почему Чонгук, который всегда спокоен и уравновешен, вдруг удивился, узнав, что Тэхион признался в небольшой усталости после съемок? Было ли это просто обычным истощением от долгих часов под ярким светом? Или есть что-то более глубокое, чего фанаты никогда не ожидали? Это вопросы, о которых шепчется армии по всему миру. И сегодня вечером ответы могут наконец появиться. Но будьте осторожны, правда несет в себе не только любопытство и удивление, но и эмоциональную глубину, которая может вызвать у фанатов слезы на глазах. Когда впервые вышла реклама Coca-Cola Zero, мир был ошеломлен непринужденной элегантностью Тэхиона, его глубоким взглядом и магнетической аурой, которая, казалось, притягивала каждого зрителя к экрану. Однако за этими идеальными кадрами и захватывающими дух визуальными эффектами тихо вызревала история, скрытая от отточенного финального монтажа. Реакция Чонгука, которую близкие к съемочной площадке описывают как чистый шок, смешанный с тревогой, стала одной из самых обсуждаемых загадок. Почему его так тронуло непринужденное признание Тэхиона в усталости? Было ли это просто братскими узами, или в состоянии Тэхиона было что-то, о чем фанаты еще не знают? Чтобы понять удивление Чонгука, нужно приоткрыть завесу тайны над съемочной площадкой Coca-Cola Zero. Съемки были не просто рекламной кампанией, это было масштабное сотрудничество, призванное объединить глобальный брендинг с уникальной звездной мощью BTS и в особенности Тэхиона, который был выбран в качестве центрального персонажа фильма. Каждое его движение, каждый взгляд, каждый вздох перед камерой должны были источать совершенство. Часами он повторял дубли, бегал под ярким светом софитов, менял ракурсы, воплощая не только бренд, но и тяжесть ожиданий миллионов фанатов. Возможно ли, что даже такой сильный и сдержанный человек, как Тэхион, мог начать чувствовать это? Когда Чонгук позже услышал, что Тэхион признался, что немного устал после долгих съемок, его глаза, как говорят, расширились, дыхание на мгновение перехватило, и он тихо повторил слова, словно пытаясь осмыслить их. Он устал. Те, кто видел этот момент, описывали его как выражение полное недоверия и нежности. В конце концов, Чонгук знает Тэхиона много лет. Он видел, как тот, не колеблясь, справляется с репетициями, концертами, бессонными ночами и международными турами. Признание Тэхионом усталости, пусть даже в такой скромной форме, означало, что ситуация вышла за пределы обыденного. Но фанаты хотят знать, почему удивление Чонгука поразило их так глубоко. Может быть, потому что он знает что-то большее, то, чего не поймали камеры и не увидела публика. Неужели Тэхион превзошел себя ради совершенства в фильме Coca-Cola Zero? И что почувствовал Чонгук в тот момент, когда понял, что его брат, возможно, молча терпел дискомфорт за безупречным фасадом? Рекламная кампания Coca-Cola Zero прошла с восторгом по всему миру. Поклонники восхваляли профессионализм и харизму Тэхиона. Однако в тихие моменты за кадром в воздухе витали ноты усталости. Один из сотрудников съемочной группы вспоминал, что даже после нескольких часов съемок Тэхион ни разу не пожаловался, не выказал разочарования и не позволил усталости испортить выражение лица. Его голос оставался теплым, а улыбка неизменной. Но как только камера остановилась, он медленно сел, глубоко вздохнул и тихо, почти шепотом признался: «Я немного устал». Это не был драматический срыв, не крик о сочувствии, а простое признание человеческих пределов. И, возможно, именно эта скромность так глубоко потрясла Чонгука. Чонгук, всегда восхищавшийся силой Тэхиона, возможно, счел этот момент одновременно уязвимым и многообещающим. Источники, близкие к группе, утверждали, что он сразу же захотел узнать больше, тихонько спросил персонал, все ли в порядке с Тэхионом, нужен ли ему отдых и поел ли он. Эта реакция вызвала споры среди армии. Был ли удивление Чонгука связано с опасениями, что его самый близкий друг снова переутомился? Или же Тэхион так хорошо скрывал свои трудности во время съемок, что Чонгук не мог поверить, что он все это время был уставшим? Фанаты теперь собирают воедино зацепки из закулисных съемок, интервью с персоналом и даже из едва уловимых взаимодействий между ними во время промоушена. В одном клипе Чонгук пристально смотрит на Тэхиона, словно проверяя, все ли с ним в порядке. Другой фанат отметил, что во время перерыва Чонгук предложил Тэхиону выпить, нежно похлопав его по спине, словно говоря: «Я тебя понимаю». Такие моменты могут показаться обычными на первый взгляд,
но для армии, знающих о глубокой связи между этими двумя, они наполнены невысказанным смыслом. Удивление Чонгука было вызвано не только тем, что Тэхион устал, он осознал, что даже самый сильный из них, тот, кто часто подбадривает других своим смехом и теплом, тоже нуждается в заботе. И это осознание, возможно, задело Чонгука сильнее, чем кто-либо ожидал. Потому что в мире BTS, где они выкладываются на полную ради своей музыки, своих фанатов и своих мечтаний, признать усталость значит признать уязвимость. И Чонгук, который всегда восхищался Тэхионом, возможно, был ошеломлен, увидев эту уязвимость так честно. Но может ли быть в этой истории что-то еще? Была ли усталость Тэхиона просто от долгих часов съемок? Или это было связано с чем-то более глубоким? Возможно, с неустанным темпом подготовки к следующей главе BTS. Фанаты начали спрашивать, не совпали ли съемки Coca-Cola Zero с ночными репетициями, сессиями записи и планированием будущих проектов? Если так, то небрежное признание Тэхиона, возможно, было вершиной айсберга, которую Чонгук сразу почувствовал. Прелесть этой истории заключается не только в неожиданности, но и в братстве, которое она раскрывает. Ошеломленная реакция Чонгука была не связана с сомнениями, а с заботой. Это были чистые эмоции человека, который дорожит своим братом и не закрывает глаза даже на малейший намек на дискомфорт. Для фанатов этот момент стал мощным напоминанием о том, что за гламуром глобальных компаний, за безупречностью каждого кадра участники BTS остаются людьми, несущими в себе и силу, и усталость. По мере развития этой истории невольно задаешься вопросом, что это значит для Тэхиона в будущем? Заставит ли удивление Чонгука быть более осторожным, более бдительным? Побудит ли оно Тэхиона раскрыться и признаться в своих ограничениях? Или это останется одним из тех тихих мимолетных признаний, которые только укрепят их связь так, что словами не описать? В тот момент, когда Чонгук услышал тихое признание Тэхионом усталости, что-то внутри него изменилось. Присутствовавшие наблюдатели описали это как вспышку удивления, за которой последовала несомненная мягкость в его выражении лица, словно младший участник увидел в своем Хионе ту сторону, которую он редко видел. Чонгук всегда был известен своей сильной трудовой этикой, неустанным стремлением и острым вниманием к деталям, но когда дело касается Тэхиона, эта резкость превращается в нежность. Фанаты замечали это годами. То, как взгляд Чонгука задерживается на Тэхионе во время интервью, едва заметные жесты заботы, которые он проявляет в переполненных комнатах, тихие слова поддержки, когда никто не слышит. И теперь это новое открытие, что Тэхион устал после съемок Coca-Cola Zero, стало катализатором для более глубоких дискуссий о том, насколько Чонгук на самом деле замечает и ценит его. Почему Чонгук был так потрясен чем-то, что на первый взгляд казалось таким незначительным? В конце концов, легкая усталость после долгого дня съемок – это обычное дело. Любой бы почувствовал себя опустошенным после повторения сцен при ярком освещении, сохраняя безупречную осанку и демонстрируя идеальные выражения лица дубль за дублем. И все же для Чонгука слова Тэхиона имели вес. Некоторые предполагают, что это потому, что Тэхион редко признается, что чувствует себя не лучшим образом. Он склонен защищать окружающих, поднимать настроение своей игривой энергии, даже когда сам несет бремя. Чонгук знает это лучше, чем кто-либо другой. Поэтому услышать, как Тэхион открыто признает усталость, могло быть похоже на тихий звонок будильника на фоне в остальном идеального дня. Съемки Coca-Cola Zero сами по себе были неординарным проектом. Они потребовали месяцев подготовки, координации с международными командами и той скрупулезной художественной работы, которой славится BTS. Тэхион, выбранный центральной фигурой компании, нес на своих плечах груз ожиданий. Каждый фанат, который смотрел рекламу, видел только готовый продукт. Тэхиона, стоящего во весь рост, сияющими глазами, его харизма, излучающая через экран. Но мало кто задумывался о невидимых часах, которые привели к этому идеальному кадру. Бесконечные пересъемки, давление, связанное с необходимостью представлять не только себя, но и бренд BTS, и физическую выносливость, необходимую, чтобы продолжать работать, пока все не останутся довольны. Осознавал ли Чонгук, как сильно его брат выкладывался на этих съемках?
И, возможно, его удивление было вызвано тем, что Тэхион молча терпел, выдавая свою усталость только тогда, когда камеры уже давно остановились.